Здравствуйте. Надеюсь, что это вас заинтересует. Бездействие Государственного бюро расследований города Мелитополь. Открытая ложь начальника второго следственного отдела Булашева Романа Леонидовича. Или как органы правопорядка города Запорожье скрывают убийства, совершенные сотрудниками полиции. В прошлом 2018 году в городе Запорожье жестоко убили моего родного брата. Изначально органы правопорядка пытались скрыть это страшное преступление, не сообщив родственникам. Изменили фамилию при наличии при нем паспорта. Хотели просто закопать как бомжа с табличкой судмедэкспертизы. После того, как я сам нашел брата в морге, начались пляски с бубном. Сначала выдвинули версию, что якобы мой брат был пьяный, сам упал и проломил себе череп. Потом, поняв, что не проходит, повесили это все на малолетнего пацана, который купил у скупщика телефон моего брата. На все мои ходатайства следствию писали отписки, типа приобщают к производству, а сами при этом ничего не делали, запугали моих юристов, надавили на свидетелей, не изъяли видео из камер видеонаблюдения или изъяли и поуничтожали. После, написав рапорта, что якобы не смогли изъять из-за отсутствия специалиста, и проигнорировав статьи 290 УП Украины, не дав мне возможности ознакомиться с материалами дела и оспорить их действия, не дали ознакомиться с судмедэкспертизой. Прокуратура передала дело в суд, а потом один суд передал дело в другой суд, чтобы трудно было добраться до тех судей, кто принял дело. Теперь, продержав год в СИЗО парня, которого обвиняют в убийстве моего брата, хотя даже экспертиза не сходится с версией следствия, тянется время в судах, не рассматривая мои ходатайства и заявления, продлевается срок под предлогом занятости суда. Параллельно открыто производство на медработников, которые не оказали экстренной медпомощи. Открыли по статье 140 «Неправильное оказание медпомощи» КК Украины, а не как положено по статье 139 КК Украины, повлекшие смерть. По сегодняшний день не расследуется и никто не наказан, потому что они тоже замешаны и друг друга покрывают, не оказывая медпомощи по уничтожали улики и свидетельствуют, как просит полиция. Только после судов со следователями и прокурорами и жалоб на Киев назначили в мае 2019 года судмедэкспертизу, которую опять же ждем результаты по сегодняшний день. В городе Запорожье правоохранительная система настолько превратилась в ОПГ, что вместо того, чтобы сразу наказать гопников в пагонах, завязываются так, что теперь исследователям не отделаются. Если по справедливости и закону завязаны уже прокуроры, главные прокуроры, бывшие начальники и небывшие ГУН в городе Запорожье, судьи, естественно подконтрольные, заведенными на них административных и фигуранты криминальных дел. Я год смотрел и наблюдал, надеялся, что может что-то изменится, что может у кого-то из судей проснется совесть, но нет, не судьба. Все это время веду переписку снизу до низу от следователя Г. Запорожья до Киева во все какие можно органы КПУС, БУГУНП, ВР по правам человека, внутренняя безопасность национальной полиции и, конечно же, ГБР, и отовсюду получаю отписки, пересылаем в городе Запорожье. Не наша подрасследовальность и т.д. и т.п. После очередной отписки ГБР города Мелитополь я подал жалобу на них в суд на бездействие и с просьбой обязать внести сведения в ЕРДР о совершенных преступлениях сотрудниками полиции. Хочу поделиться с вами снятым видео суда, где начальник ГБР города Мелитополь второго следственного отдела Булашев Роман Леонидович, не скрывая безразличия к тому, что происходит в городе Запорожье, что там убивают, а потом скрывают убийства сотрудники правоохранительных органов, плетет ахинею, что к органу ГБР не относится подрасследованности, что им нужно проживать и конкретно сообщить, кто, когда, в какое время, что совершил. Не знаю, может, я слишком обширно мыслю и говорю им о глобальной проблеме, а у них не переваривает мозг много информации. Но вообще суд, не приняв доказательства преступления, сказав, что отказал в удовлетворении и не обязал их внести в ЕРДР сведения. Правда, судья после того, как вынесла ухвалу, стала оправдываться: вот вы поймите, есть определенные действия,
Время идет, убийцы все так же продолжают работать в полиции и в больнице. Я прекрасно понимаю, что брата уже не вернуть, но все равно добиваюсь справедливости и чтобы были наказаны настоящие преступники и те, кто их покрывает, пользуясь служебным положением и получая неплохие зарплаты и льготы с наших же налогов. Похожие случаи происходят по всей Украине. По Фейсбуку переписываемся с людьми. Все отписки от прокуратуры и ГБР, как под копирку. По сегодняшний день ситуация не изменилась. Дело разделили на два дела, по медикам и по малолетке. По малолетке идут суды, на которых, по сути дела, ничего не рассматривается, только переносится и продлевается. По медработникам лежит в столах следственных отделов города Запорожья, и никто не собирается что-то делать, потому что друг друга покрывают. Связанные с бла-бла-бла, к сожалению, друг не заснял этот диалог. Я изначально предполагал такой результат, когда мне из суда позвонили и сказали: можете не ехать, а просто на электронику пришлите заявление, что вас не будет, чтобы мы не перелаживали рассмотрение. Но все же я надеялся, что попадется нормальный судья. Вообще, переводя на человеческий язык, если вы были свидетелем убийства или каким-то образом узнали об этом, вам нужно нанять целый штат юристов, чтобы сообщить об этом преступлении. Даже через суд у вас это не получится, даже при наличии доказательств. Возникает вопрос, для чего была создана такая структура, как Государственное бюро расследований? Зачем тогда им дали полномочия выше прокуратуры и суда? При всем этом содержится штат, который финансируется из бюджета. Если обычный гражданин нашей страны просто посылается куда подальше, ссылаясь на то, что как будто бы неправильно составлено заявление, прошу вас донести эту проблему до массы. Вже півроку минуло відтоді, як у Запоріжжі по Звірячому був вбитий викладач фізичного виховання, екс-депутат з Херсонської області Костянтин Гурульов. Наша редакція взялася за проведення незалежного журналістського розслідування обставин того злощасного дня, коли Костянтину були нанесені смертельні удари. На даний час оціночними судженнями вже можна сказати, що вбивцею може виявитись колишній співробітник поліції. Тому поки що ми не будемо розкривати факти, які ми вже виявили. Вони розкриються вже тоді, як матеріали будуть передаватися до компетентних органів найвищих інстанцій. По-іншому тут не вийде, бо вже чітко видно, як система захищається і всіляко, навіть у суді, затягується процес розгляду цієї справи. Арештований неповнолітній хлопець Кирил Тарасенко, який ніяк не може зрозуміти, хто такі люди в мантіях, чого та тітка-прокурор щось там бормоче і чого він взагалі знаходиться у СІЗО уже майже півроку. Більше 4 місяців суд тільки продовжує термін запобіжного заходу, а справу так і не почав розглядати. Минуле засідання взагалі не відбулося з незрозумілих причин. На каком основании? Заседание еще. Вы меня снимаете, получается, не в рабочее время. Вы прокурор, вы на работе, и я на работе. Если вы не запрещаете съемку или препятствуете, можете это сказать открыто. И... Вы меня провоцируете? Нет. Вы мне сказали закрыть камеру, я ее не буду выключать. Заседание еще не началось? Я не хочу вас снимать так. Вы сидите в судебном я заседании. Не хочу. Вот видите, он людей снимаю, вас, и у меня есть на это право. Работников полиции. Я что нарушаю? Сейчас да. Что именно? Не началось еще судебное заседание. Я хочу вас так снимать. Вы сидите сейчас в зале судебного. Чтобы так просто меня снимали. А я за. Ну, запретите мне это по закону. Предоставите мне потом видеозапись. А я вам обязан ее предоставлять? Ну вот отлаживает суд. Мне 500 километров надо проехать туда-обратно. Когда перелаживать? Я на бензин трачусь. Вы у нас потерпевший? Конечно, да. Вы можете написать заявление, чтобы рассматривали без вашего участия. Нет, без меня не будут рассматривать. Это в любом случае. Это ваше право. Ну это мое право, да. Только я не пойму, что в Запорожье у нас происходит вообще. А что скажет суд? Вот ваше мнение, что вы так откладываете? Затягиваете процесс? Ну, раньше можно было людей предупредить? Вот серьезно, вот половина не пошла на работу, там еще все занятые люди. А вот мы вот так вот решили, вот у кого-то там что-то случилось. Я понимаю, но в связи с тем, что судья, одна, которая Надо входит по летию, занята в другом процессе, и потом у нее слушается санкция, которая слушается сразу, она не может. Вы будете ждать часа 3? Я прекрасно понимаю. Санкция не слушается всего Вы не решаете 10 этот минут, вопрос. понимаете? Да и через 3 часа я не буду. Мы бы подождали. И 3 часа, сколько надо, подождем. Я тоже хочу подождать.
Я не хочу сидеть в тюрьме, мне лучше тут посидеть, посмотреть на близких, даже вообще на людей посмотреть, чем сидеть в тюрьме, дышать сигаретами и смотреть на небо клеточку. Скажите, пожалуйста, фамилии судей, которые сегодня не явились и не Я прописаны. вам комментировать ничего не буду. Почему? Потому что у нас есть уполномоченный человек Кто? в суде, который дает интервью. Давайте я пойду к этому человеку. Не надо никуда ходить. Как это не надо? Я выполняю свои служебные У нас обязанности. заседание отложилось. Понятно. Значит, никто не выйдет, никто комментировать не хочет, да? Хотят комментировать, я позвонил по внутренней связи, сказали, что сейчас выйдут к вам. Сейчас это, ну вот у нас, например, в Уголовно-процессуальном кодексе есть разумные сроки. Некоторых следователей 2 дня, в некоторых 50 лет. Ну, сколько у вас считается сейчас? Я вам объясню ситуацию, я не могу для человека сказать, когда он выйдет. А можете уточнить у человека, когда? Сейчас С уточню. точностью до минуты. Сейчас уточню. Давайте я крупненько вас сниму эту вашу. А чого ви вже хватаєте мої документи? Перепрошую. Хочеш подивитися, як туди Я вам їх предоставлю. Ви сказали, поки ваші знімаємо, так? Ну так, займайте. Дивіться. Так, це у нас Рахманов Євгеній Олександрович, головний спеціаліст суду. Саме так. Саме так. Тоді представляюсь я вам. Показуємо сюди, що я вам показав. Редакція обласної газети «Запорожжя проти безпреділу». Редактор та журналіст Сташенко Віталій Валентинович. А я хочу прийти до председателя суду. Вікторія Вікторівна Калюжна, так? Я ж не знаю, хто ви. Ви скажіть, хто у вас председатель і поїхали. Ну, а голова суду у нас Вікторія Вікторівна Калюжна, зараз вона знаходиться у щорічній відпустці. Хто заступники є? Виконує обов'язки, ну і відповідно заступник Віталій Олександрович Макаров. Так, а тепер питання до вас. Сьогодні була призначена справа Воробйова по там звинувачений Тарасенко по справі Гурульова. Приїхали потерпілі за 500 кілометрів, так? І приходить секретар і каже, ну, сьогодні ми, мов, вибачаємося, суда не буде. Є певні обставини, звичайно, можуть бути, за яких засідання відкладається. А можна Законні попередити обставини. людей, за які за 500 кілометрів їдуть? Вам, ви ще запиталися в неї, які обставини? Та я спочатку запитався в неї, хто був у складі суду. Вона мені це каже, це чуть ли там не державна таємниця якась, розумієте? Я їх цих суддів знімаю, ну вони мені, коли представлялися на тому засіданні, да, незаконно заставили мене виключити камеру. Незаконно, я вважаю, тому що стаття 11 закону про право на справедливий суд чітко каже про те, що я маю право знімати суди без згоди суду. Мені не треба згода суду, окрім закритих засідань. Це засідання було відкрите. Тому мене незаконно позбавили, перешкодили моїй законній журналістській діяльності. Тепер я про це буду скаржитися у всі необхідні інстанції. Так? Я хочу зараз знати склад суду. Воробйов, другий і третій хто? Хто входить до складу цього суду, до цієї колегії? Ну, ви ж розумієте, що я не знаю буквально всі засідання, які проводяться. Тобто ви, головний спеціаліст суду, не знаєте, хто у вас в судах, так? Это, мне кажется, делается специально. Специально делается, чтобы я не явился на суд. Говорят, оставьте, можете представлять ваш представитель, может вас тут представлять, вам не обязательно ездить. А такого не будет, я буду ездить на каждое слушание и будем смотреть, что они дальше будут говорить. Почему вы хотите ездить на каждое слушание? Потому что у меня сомнения в следствии, у меня сомнения в прокуратуре и у меня сомнения теперь в суде. Суд затягивается, отлаживается, потому что нету никаких доказательств, обвинений против моего сына. Все прекрасно знают, что это совершили сотрудники полиции, да, Коммунаровского райотдела. То все прекрасно там видно, и все это понимают. Что вы только что наблюдали в суде, что вы хотите? Только что в суде я наблюдал всех судей, которые должны были вести наш суд. Сказали, что их нету, они все находятся... Далі всі наступні засідання ми будемо показувати в ефірі. Можливо, цією темою зацікавляться і центральні телеканали, та тільки тоді по ній суд докопається до істини.